Приветствую, друзья! Не так давно мы довольно подробно рассмотрели стационарный ЦАП SMSL SU6, захватив в том числе и созданный к нему в пару усилитель для наушников SMSL SH6. Сегодня же я предлагаю остановиться на данном усилителе более пристально, а также сравнить его с ближайшим конкурентом от компании Topping. Если коротко, то мы имеем два режима усиления 0 и 15,5 дБ, отдельно выведенное заземление, максимальную выходную мощность равную 1,3 Вт на 32 Ома нагрузки и максимально легкий компактный корпус. Далеко не убийца титанов, но аппарат весьма солидный. Собственно, поехали! Пришел девайс в небольшой картонной коробке со схематичным изображением устройства, логотипом пройденной Hi-Res аудиосертификации и адресом официального сайта. В комплект нам положили, конечно же, небольшую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон и вот такой вот узкий кабель питания с отдельно выведенным заземлением. Корпус усилителя полностью выполнен из металла. На верхней его части красуется логотип пройденной Hi-Res аудиосертификации, а снизу 4 резиновые ножки для лучшей фиксации с поверхностью стола. На вход сигнал поступает исключительно по RCA. Ничего балансного, друзья, здесь не предусмотрено. Выход же реализовали на аналогичной же RCA паре для дальнейшего подключения к усилителю мощности и на классический джек 6,35 мм, куда вы, собственно, и будете подключать свои наушники. Еще на задней части, друзья, предусмотрена та самая клемма заземления и кнопка подачи питания, что просто сверхважно в связи с убранным внутрь корпуса соответствующим блоком. Спереди мы имеем уже упомянутый выход на наушники, индикаторный светодиод, тумблер переключения работы в режиме предусилителя или усилителя для наушников, он же может полностью отключать питание, тумблер режима усиления 0 или 15,5 дБ и регулятор уровня сигнала с приятным таким чуть тугим ходом. По мощности не скажу, что прямо круто, но вполне достойно. 1,3 Вт на 32 Ома нагрузки. Для подавляющего большинства даже в меру тугих полноразмеров этого более чем достаточно, не говоря уже о каких-то внутриканальных решениях. Непонятно только, на каких именно операционниках реализовано здесь усиление, но зная SMSL, это что-то из Oppo, возможно даже 1612. В процессе работы аппарат, конечно же, нагревается, было бы странно, если бы этого не происходило. Все измерения снимал 24 бита 96 кГц на АЦП EVNDA Cosmos. В качестве же источника взял созданный к нему в пару SMSL SU6. В результате имеем отличного уровня АЧХ, где легкое ослабление связано с особенностью выбранного мною ЦАПа. Шумовая полка проходит на минус 150 дБ, если не учитывать пару незначительных пиков в моей электросети. Прекрасный динамический диапазон и искажения на уровне минус 128 дБ, причем как интермодуляционные, так и гармонические. Последние в числовом эквиваленте составляют 11 десятитысячных%. Слабее всего оказалось здесь взаимопроникновение каналов, но в том вполне может оказаться виноват мой измерительный стенд. Суммарно же очень достойные результаты, совсем как у топовых устройств от солидных брендов. Для максимальной объективной оценки звучания я решил неделю использовать Герой обзора, затем неделю Topping L30, а потом оба их попеременно. В результате пришел к мнению, что SH6 и L30 это аппараты одного и того же уровня с чуть отличающейся подачей. И хотя лично мне больше нравится характер SMSL, однако и от связки с Topping я получил не меньше наслаждения от прослушивания. Основная же разница заключается в том, что Topping строит куда более четкую и детальную звуковую картину, но в ней не достает объема и проработки сцены в глубину. Если говорить простыми словами, то звук у Topping чище, но более плоский. В то время как у SMSL мы имеем, наоборот, более объемное, но чуть смягченное звучание. Отчего пространство сцены уходит очень глубоко, да и каждый из инструментов наделен собственным объемом и текстурным рисунком. Конечно, здесь все не так прозрачно, как у Topping, но и деталей достаточно, и так называемая рельефность звука присутствует. Что же лучше, сказать невозможно. Это сильно зависит от той стилистики, которую вы предпочитаете. Так для каких-то скоростных, тяжелых или электронных жанров, где во главе всего стоит разборчивость и точность отработки переходных характеристик, куда логичнее выбрать продукцию Topping. А если вы любите что-то, например, джазовое, то есть с уклоном в мелодичность и качество прорисовки пространства, то с этим намного лучше справится SMSL. Это
вовсе не значит, что L30 не подходит для джаза или SA6 для металла. Оба они подходят и для того, и для другого. Просто эффективность использования под разные задачи у них отличается. Я, как любитель джазовой оркестровой музыки, больше склоняюсь к чему-то глубокому и объемному. А тем, кому нужен жесткий драйв, понравится четкость и повышенная детализация. Особо расписывать по частотам не вижу никакого смысла. Тут все, друзья, на отлично. Глубокий, быстрый бас, чуть теплая, выразительная и при этом очень детальная середина и немного прибранные верха, так чтобы и объем подчеркнуть и не лишиться всяких отзвуков перкуссии. Если же говорить о источниках, то использованный мною ЦАП SMSL SU6 имеет даже больше задел, чем это требуется каждому из записанных усилителей. Хуже, конечно, не будет, но возможности какого-то более дорогого ЦАПа могут оказаться нераскрытыми. Отсюда ЦАП и усилитель к нему логично брать из одной ценовой категории, если вы, конечно, в ближайшее время не планируете что-то кардинально менять. Вообще, с точки зрения стационарного устройства, SMSL SH6 свою цену отрабатывает на все 100%. За последние несколько месяцев в моих руках побывало внушительное число разнообразного портатива до $300 включительно, и никто из них даже близко не подошел к SH6. Понятно, что сравнивать портатив и стационар, вообще говоря, некорректно, но привести это следовало, чтобы вы могли оценить уровень. При этом, как я уже говорил в обзоре ЦАПа SU6, это далеко не предел качества. Более дорогие усилители способны удивить вас еще сильнее. Впрочем, используя связку SMSL SU6 и усилителя SA6, я получил ровно такое же количество удовольствия, как от моего основного сетапа. Разница есть, и при прямом сравнении слушать, естественно, хочется только топ, тут даже сомнений быть не может. Однако за неимением такового я с огромным удовольствием ознакомился с довольно внушительным числом новых групп и погонял немало материала из старой проверенной медиатеки. К чему я это говорю? Все просто. Начиная с этого уровня качество, конечно, растет, но уже не столь кардинально. Следовательно, экономия более чем оправдана. SMSL SA6 уже строит прекрасную по глубине и ширине сцену, дает нам возможность прочувствовать текстуру каждого инструмента и при этом хорошо прорисовывает все необходимые нюансы. К тому же мы имеем просто превосходную мелодику, выразительность и то, что называется эффектом присутствия. То есть действительно круто. Так сказать, аудиальный кайф для продвинутого меломана. Есть еще куда расти, но уже вполне достойно. Итогом, стационарный усилитель для наушников SMSL SA6 лично меня покорил своими просто крошечными габаритами и серьезностью звука, который в него удалось вложить. По характеру это типичный SMSL, то есть с объемным глубоким звучанием и упором на красоту передачи материала. SA6 реально поет. Из минусов можно отметить лишь отсутствие балансных входов-выходов, но то продиктовано исключительно ценовой политикой. Хотите больше – покупайте старшие версии устройств. В этом все производители солидарны друг с другом. Измерения, как вы видели, здесь на высоте, удобное механическое управление, 2 режима усиления, отдельно выведенное заземление и, если надо, режим предусилителя, в котором девайс чуть-чуть окрашивает звучание, прежде чем подать его дальше. Мощности, на мой взгляд, вполне достаточно, места на столе он особо не занимает, во всех смыслах приятный и очень музыкальный аппарат для тех, кто только начинает свой путь в большой звук. Лучше можно, но за совсем другие деньги. Лично же мне ничего не помешало получить и от него свою порцию аудиального удовольствия. А на этом у меня все. Это был стационарный усилитель для наушников SMSL SA6. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.